Приветствую! В новом выпуске канала, какой там по счету? Итак, в новом уже 642 выпуске распаковка посылки с товаром, который я приобрел в Японии на аукционе eBay.com. Ссылку на магазин оставлю в описании этого видеоролика. 12 декабря прошлого года я его выкупил и вот получил в 20-х числах января 2025 года. Посылку в Беларусь из Японии доставили через Нидерланды с отслеживаемым трек-номером. Так, оценили в $105 99 центов. Вскрываю. Никакой растаможки, поэтому я не уплачивал. Это оригинальный инфракрасный пульт дистанционного управления для моей кассетной деки Sony. Модель пульта Sony RM-J701. В моем пользовании есть треуголочный магнитофон Sony TCK222 ESA. Модель для японского рынка с напряжением питания 100 вольт и соответствующей сетевой вилкой, поэтому для подключения дома использую понижающий трансформатор. Дека оснащена приемником инфракрасного сигнала. Я его показывал в видеоролике с ее ремонтом. А вот пульта в комплекте нет. Как бы я долгое время не жадничал, но все же решился на его покупку. Цена $118. Да, дорого, но это вы, зрители моего YouTube канала, заработали эту валюту на него. Внешне пульт очень похож на версию от отечественного кинескопного телевизора Горизонт. Такой же черный узкий пластиковый корпус с склеенным металлическим шильдиком сверху. Количество кнопок схожее, и они такие же резиновые. Он бывший в пользовании, и снизу имеются царапины и потертости. Однако все обозначения кнопок на металлическом шильдике сверху не затертые, и резиновые кнопки все целые. Питается он от двух батареек типа 2А OM3 R6. Установлю и проверю его работоспособность. На камеру инфракрасный светодиод работает. Good. Пульт имеет несколько полей с кнопками. Большинство из них дублируют функции кнопок на фронтальной панели кассетной деки. Впереди установлены кнопки открывания кассетоприемника, и отключение подсветки дисплея. Ниже две кнопки управления счетчиком. Обнуление и память. А за ними следует кнопка переключения индикации сигналов на входе деки и с кассеты. В центре пульта на светлом поле продублированы кнопки управления лентопротяжным механизмом. Поиск по паузам, запись. Перемотка в начало вперед. Запись паузы. В нижней строке кнопки стоп, воспроизведение и пауза. Ниже три кнопки управления фирменным CD-плеером, пауза и поиск по трекам вперед и назад. Затем следует поле с тремя кнопками для управления синхронизацией записи фирменным CD-проигрывателем. В принципе, кнопка стоп дублирует кнопку стоп на магнитофоне, а кнопка старт и стендбай дублирует постановку на запись. Старт, стендбай. Вот запись. И далее пропечатаны модель RM-J701 и бренд Sony. Проверил пульс, все функции магнитофона работают. Кто-то называет это устройство лентяйкой. В любом случае оно удобно, но не обязательно. А при продаже кассетной деки наличие пульта в комплекте повышает его спрос, ну и соответственно повышает цену.
Рублей на 300 по-белорусских. Благодарю вас за просмотр, оценку этого видео. Встретимся на канале. Всем счастья, удачи и пока.